И кладем сразу же следующий слой. Просалим для того, чтобы соль вытащит горечь из баклажанов. Все, баклажаны подготовлены. Теперь начинаем резать лук. Лук режем полукольцами шириной 5-8 миллиметров. В данном блюде лука идет много, и они давать должны не только фон, лук имеется в виду, но и также свою текстуру и вкус. Добавляем хорошее растительное масло и выкладываем лук. Пока лук начал пассироваться, займемся перцем. Перец режем соломкой где-то толщиной полсантиметра. Лук начал румяниться, выпускаем перец. Все, пассирование закончено, теперь делаем маленький огонь и накрываем крышкой. Пока лук и перец готовятся, готовим помидоры. Делаем крестики и отправляем в кипяток на минуту-две. Помидоров идет такое же количество, как баклажанов по весу. Красные помидоры мы сделали сначала. Желтые добавить садовую гамму. И на маленьком огне будем тушить. Воду в это блюдо не добавляют. Густота регулируется количеством помидоров. Если хотите, чтобы было пожиже, значит добавляйте больше помидоров. Если очень жидкое, значит тогда снимаете крышку и выпариваете. Мы сейчас покажем вам еще один способ, как сделать гуще вместо выпаривания. Помидоров получилось где-то грамм 700, у нас и где-то грамм 700 получилось баклажанов. Вмешиваю их. Накрываем крышечкой, и они продолжают томиться на маленьком огне. Баклажаны достаточно просолились и отдали горький сок. Теперь мы их промоем, уберем лишнюю соль и лишнюю жидкость горькую тоже уберем. Отжимаем, сливаем воду, слегка отжимаем, чтобы они не теряли форму. И без муки выкладываем на сковородку. Наша задача не так подрумянить, как размягчить баклажаны. Если подрумянятся, хорошо. Самое главное, чтобы они стали мягкими. Вот за кусочки мягенькие, протекаются без усилий. Значит, мы их отправляем в противень. И вместо них кладем другие. Нормальная зажарка вот такого цвета должна быть. Чуть-чуть румяной. Иначе он будет горчить. От плиты отходить нельзя. Закладываем белый корень. Здесь сельдерей, петрушка и пастернак. Отодвигаем немножко в сторону и кладем один зонтик укропа созревшего. Кладем по самую стеночку, мы потом в конце готовки его извлечем.
Пока жидкости мало, но это иллюзия. Жидкости будет много. Вон уже сколько. Все выкладываем остальные баклажаны. Накрываем крышкой и пусть тушится минут 15. Режем острый перец, чисто индивидуально. И сейчас приступаем к заправке. Специи. Кладем стандартный набор. Перец черный горошек, душистый, пару гвоздик, и семена кориандра. Измельчаем. Закладываем тертые орехи. Немного, для того, чтобы блюдо было гуще. Ну, скажем, 2 ложки столовых. Вымешиваем и проверяем. Достаточно. Лавровый лист. Накрываем, пусть немножко протушится. Чеснока тоже индивидуально, но на килограмм где-то зубчика 4-5 больших зубчиков. Если не нравится чеснок, значит меньше. Вот кусочки чеснока, если остаются, они сейчас вытушатся. Вымешиваем. Вот овощи мягкие. Теперь время принятия решения. Если вам нравится консистенция на типа аль денте, чтобы чувствовались кусочки, значит можно выключать. Если вы хотите вытушить его полностью, укроп можно убирать уже. Свои ароматы отдал. Если вам нравится более готовый вид, значит продолжайте тушить. Кинзу зеленую. Мы не солили, поскольку баклажаны вымачивались в соли. Если вам кажется это очень густым, значит нужно добавить помидоры. Соль добавить. Или на этой степени готовности тогда взять, перебить быстренько помидор в соус, 1 помидор или 2 помидора, как вы считаете нужно. И потом перекипятить просто, и будет то же самое, но жиже. Берем стерилизованную банку и выкладываем в нее готовый аджам сандал.